Вторая часть Virtua Fighter полюбилась многим, и до сих пор ее с теплом вспоминают любители поразбивать свои игровые девайсы и консоли. Ты маленький гремлин, прекрати. И это привело к появлению третьей части, которая стала очень важным эволюционным шагом как для самой серии, так и для жанра 3D файтингов в целом. И основная причина этого на самом деле довольно очевидна. Это первый 3D файтинг с общей для всех персонажей механикой перемещения в пространстве. В игре наконец-то появилась возможность отходить от ударов в сторону и просто смещать своего персонажа в пространстве при необходимости. И вместе с различными типами арен это добавило очень важный элемент позиционирования персонажей на них. Механика работала довольно просто. Жмешь кнопку с направлением, если нужно, и персонаж отходит в сторону. Погодите, кнопку? Да, тогда они еще не додумались поставить Эвейда на направление. К счастью, это быстро исправил третий Tekken, снова развив хорошую идею и доведя ее до ума. Но до него мы еще доберемся, а пока что в F3. В общем, для того, чтобы отойти в сторону, здесь нужно было нажимать отдельную четвертую кнопку на стике. Звучит это не очень удобно, но на деле это проще, чем кажется. К тому же они уже добавили некоторые удары, делающиеся через Evade. Для их исполнения обычно требовалось нажать инпут требуемого удара одновременно с кнопкой Evade. Таких ударов было немного. Каждый персонаж мог вставлять в Evade свой джаб и удар ногой. Также тут у всех был некий доджинг сайдкик, который на деле особо ни от чего не уклонялся и вообще не попадал по оппоненту, который просто стоял на месте. Зато он хорошо ловил тех, кто пытался его эвейдить. Они немного развили эту идею в F4, где она перестала быть общей, а здесь этим вроде никто толком не пользовался. Ну и появились отдельные удары со встроенным эвейдом у некоторых персонажей. Собственно, отходить от ударов было довольно просто. Все атаки в игре разделились на три категории. Линейные, от которых можно отойти куда угодно. Полукруговые, от которых можно отойти только в одну сторону. И круговые, от которых отойти вообще нельзя. Также благодаря эвейдам в игре появилась еще одна техника перемещения. Так называемый корейский степ. Да, корейский степ в Virtua Fighter. Думаете, где же были все эти корейцы, которые сейчас так сильны в Теккене, в то время, когда он еще не был так популярен? А вот где, играли с японцами в F3, да еще и не просто играли, а могли неплохо им накидать. Один из наиболее известных игроков в F того времени, Акира Кид, позже переименовавший себя в Шинзи, придумал эту технику перемещения, заменяющую собой Тайван Степ, который стал в этой части невозможным из-за отсутствия в игре краудж-дэша назад. Корейский степ же использовал возможность отменять эвейд в краудж-дэш, а краудж-дэш снова в эвейд, благодаря чему можно было довольно зрелищно перемещаться по арене. Корейцы вообще полюбили эту часть Virtua Fighter и творили в ней немало интересного. Американцы и игроки из других стран также старались им не уступать. Видимо, заметив популярность в F3 вне своей страны, японцы решили провести большой интернациональный турнир Maximum Battle, чтобы проверить, кто же лучше всего играет в этот файтинг. В Японии на этот турнир проводился довольно жесткий и долгий отбор игроков. В отдельных аркадах Sega по всей Японии проводилось по 2 турнира. В них игроков разделяли на 3 класса: мужчины до 20 лет, мужчины старше 20 лет. И женщины без возрастных ограничений.
Победители этих турниров участвовали в региональных турнирах в разных частях Японии, и уже их победители отправились на итоговый турнир. Maximum Battle на самом деле был не только мировым турниром, он был разделен на две части. Одна определяла чемпионов в Японии, в ней участвовало по 32 человека из каждой дивизии игроков, и в итоге определились 3 национальных чемпиона. Во второй части, мировой, участвовали те самые 3 игрока, и помимо них различные игроки из других стран, в которых, возможно, они были отобраны аналогично. Другие страны представляло по 2 игрока. Этими странами были Тайвань, Англия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, ну и само собой Корея. А это что за нубас? Уберите его с экрана. Вот так-то лучше. Игроки из разных стран на турнире показывали довольно впечатляющую игру, но корейцы были слишком сильны. В финал вышло аж 2 игрока из Кореи. Акира Кид и Гелоу. Показав очень техничную и зрелищную игру, Акира Кид в итоге занял на этом турнире первое место. Его корейский друг Гелоу оказался прямо за ним на втором месте, а третье место занял игрок Залоу из Тайваня. Японцы, наверное, долго приходили в себя от такого шока. Возможно, корейцы были так хороши в этой части игры, потому что она была несколько похожа на Tekken сейчас. В ней хоть уже и появилась так называемая треугольная система, все равно довольно важна была игра на дистанции. А вейды тут работали еще независимо от удара, и в них можно было отменять бэкдэш, что делало перемещение еще более безопасным. Но следующая часть Virtua Fighter изменилась настолько сильно, что снова произошла смена поколения топов, и те, кто был очень хорош в этой части, в следующей получили солидную конкуренцию. Эта часть также сильно изменилась по сравнению с прошлой, и также лучшие игроки в VF2 оказались в ней не так хороши. В этом и заключается подход к изменениям в новых частях игр от Sega. Они стараются не просто упростить игру, но изменить ее настолько, что тем, кто играл в прошлую часть, придется переучиваться играть в новую, что даст новичкам и менее сильным игрокам возможность расти вместе с ними, и в итоге играть не хуже их. Подобным образом менялся и тот же Street Fighter с каждой частью. И на мой взгляд, это гораздо лучше различных камбэк-механик и других извращений, которыми сейчас кишат другие файтинги. Street Fighter, который это и начал, гораздо умнее подошел к ним и в SF4 сбалансировал ультру наличием супера. Но мы тут говорим о VF3. Что же изменило эту игру так сильно, кроме эвейдов? Сейчас посмотрим. Как я уже упоминал, в игре все удары разделяются на круговые, полукруговые и линейные. Так вот, по поводу полукруговых. Если вы внимательно смотрели на экран, когда я их показывал, вы уже поняли, что от них надо отходить в разные стороны, в зависимости от того, как стоит оппонент. Поначалу это кажется сложным, но со временем начинаешь понимать, что от ударов тут надо отходить не как в Теккене влево или вправо, а либо за спину оппоненту, либо наоборот, и это перестает быть проблемой. Как вы помните, в F2 у Шуна и Леона появились уникальные мувы, отодвигающие их от ударов. Однако с появлением эвейдов они не отпали, а даже получили свои уникальные функции. Они все еще позволяли отходить от ударов и даже двигали их вперед и назад, что можно было использовать, например, для одной техники, позволяющей обойти лежащего на земле оппонента и заставить его удар на вставании промахнуться. Делать так могли все персонажи благодаря эвейдам, а Шун и Леон могли использовать вместо них свои мувы. Ну и отход назад и в сторону у Шуна на самом деле очень хорош даже в последних частях Virtua Fighter. В этой части игры также начали развиваться идеи для комби-джаглов. У персонажей появилось больше лаунчеров, и также сюда перешел из VF2 и развился еще один интересный момент с ними. В зависимости от того, как лаунчер попал по оппоненту, его тело поднималось на различную высоту. При контрхите подъем был чуть выше и позволял делать более длинные комбы, а при попадании по сидящему он поднимал оппонента ниже, чем обычно.
Однако при попадании в контрхит по сидящему, он поднимался на обычную для контрхита высоту. Это было сделано для того, чтобы нельзя было просто так заставлять оппонента угадывать между нижними и средними ударами. Также высота подъема зависела от веса персонажа. Большие персонажи поднимались ниже и падали быстрее, а легкие могли довольно долго парить в воздухе. Это стало неким аналогом на разное количество хп у персонажей в 2D файтингах. При попадании некоторых средних ударов по сидящему персонажу, он также входил в стан как в FF2, но в этой части появилась возможность выйти из него раньше. По сути, стан стал стаггером, и вводя любые команды в его время, стало возможным сократить время нахождения в нем. В следующих частях, когда персонаж попадает в такое состояние, рядом с ним появляется стик, показывающий, что пора давить на кнопки и крутить палку. По сути, это было формой наказания для тех, кто любил посидеть. Отреагировать на это и сразу начать выходить из стана было проблемно. И иногда это позволяло добавить во время стана еще 1-2 удара, хоть это и не было гарантировано. Еще здесь уже появились разные анимации для некоторых ударов при попадании их в блок. Подсечки и другие круговые удары как бы затормаживались, столкнувшись с защитой. Правда, в FF3 это выглядело и работало странно, и поэтому в следующих частях они на время от этого отказались. А сейчас это начинает появляться даже в 2D файтингах. И конечно, это все уже есть в современных Теккенах и VF, правда сейчас так останавливается гораздо меньше ударов, чем в FF3. Там это происходило с каждым круговым ударом, а теперь это в основном распространяется на подсечки и существует для того, чтобы их легче было наказать. А еще иногда так останавливались даже линейные удары, и продолжать их в серии по блоку из-за этого стало невозможно. Видимо, это сделали, чтобы их ослабить, в общем, это быстро убрали. Этот файтинг также стал лучше распознавать ввод со стороны игрока. В F2 при вводе какой-либо серии ударов, например из 3 панчей и затем удара ногой, их требовалось вводить четко в последовательности, иначе чуда не случалось. А теперь можно просто мэшить панч, если вы так и дожмете кик в нужный момент, игра вас поймет. В F2 оппонента также нельзя было бросать, находясь у него под боком. Это было исправлено вводом отдельных бросков для таких случаев. Также были введены броски у стены, то есть такие. Броски по лежащим. И броски, которые сами по себе не делали урона, но позволяли заставить оппонента угадывать ваши следующие действия. Так можно было за Вульфа делать вещи аналогичные сериям бросков Кинга из Теккена. Ну и были введены, собственно, стены. Они часто портили комбы и иногда позволяли делать их в необычных ситуациях. И также броски, откидывающие оппонента далеко, при броске в стену клали его рядом с вами, позволяя добавить чего-нибудь. Но в этой части в VF стены еще не играли такой большой роли, как в следующих. Еще это была первая и последняя часть VF, где можно было на земле перекатываться вперед к оппоненту. Правда, во время такого переката, в отличие от остальных, по персонажу можно было попадать обычными ударами. В F3 Sega решилась на эксперименты с неровностями на аренах. Выглядело это все занятно и интересно, но на деле привело к некоторым несбалансированным моментам. Например, позволяя делать необычное комбо на определенном участке арены. К тому же это вызывало странности в анимации ударов и бросков, и иногда даже свойства ударов могли меняться от этого. Поэтому в F4 от этого отказались. Также тут появились кэтч-броски. Кэтчи позволяли выхватывать оппонента из самого начала анимации удара, но наносили меньше урона или просто выводили в миксап, были медленнее и имели анимацию отличную от обычных бросков. И также не разрывались. Наконец-то в игре появилась анимация промаха для парри и бросков. В прошлых частях игры механика позволяла делать довольно дешевые вещи из-за того, как работали броски.
Например, за Сару можно было просто ввести бросок вперед-вперед панч. Если оппонент окажется близко, произойдет бросок. Если он будет далеко, или сядет, или начнет делать удар, то Сара исполнит быстрый удар локтем, который может наказать оппонента из-за этого. Таким образом, угадывать что-то не требовалось, и игра сама выбирала лучший вариант для тебя. То есть, бросок был option селектом. И парри работали аналогично. А сейчас игра заставила выбирать. Хочешь ты бросить, сделать парри или сделать удар. И при неудачном выборе игра стала наказывать игрока. Стоит отметить появление возможности разрывать все броски в игре. Для этого нужно было нажать последнее направление ввода броска, который делает оппонент, вместе с панчем и блоком. Для бросков, которые вводились полукруговым вводом, тогда еще нужно было вводить первое и последнее направление броска. Но в F4 они стали рваться, как и остальные. Механика игры также позволяла разрывать несколько бросков одновременно, для спасения от неудачного ввода того, кто делает бросок. Один момент был в том, что если ты рвешь бросок, ты скорее всего сам совершишь его и получишь по голове. Так что это не было так дешево, как кажется. Самое интересное во всем этом то, что разрыв каждого броска вызывает уникальную анимацию и эффект. Например, у Акиры есть бросок, которым он далеко откидывает оппонента, что позволяет ему делать рингаут из довольно значительного расстояния. А разрыв этого броска вызывает противоположный эффект. Акира сам отлетает в ту сторону, в которую должен был отлететь оппонент. Это добавляет неожиданную глубину в только-только появившуюся в 3D файтингах механику. И этого до сих пор нет нигде, кроме ВФ. Разве что в Теккене это появилось позже, но и то там чаще всего разрыв броска возвращает персонажей в нейтральное положение. Да и у многих бросков одна и та же анимация разрыва. А тут же преимущество чаще всего отдается тому, кто разрывает бросок, что позволяет ему перевести игру в свою пользу. На этом я закончу первую часть этого видео, ибо и так уже вышло довольно много. В следующей части я расскажу вам о самом главном нововведении третьего Virtua Fighter, которое сформировало по сути всю механику игры и сделало ее такой, какой она остается и до сих пор. Также мы поговорим о том, почему же Virtua Fighter все-таки простой и интересный файтинг. Я покажу вам вот этих двух идиотов и еще его.